Всем доброй ночи, дорогие друзья. Если помните, я снимала прямой эфир о порчах, разновидности порч, какие они бывают, что бывает с ними и так далее, и так далее, как они наводятся. И тогда я рассказала о такой порче, как паутина. Порчи, как и снятие порч, как и снятие проклятий и прочее, они, скажем так, их много. Это великое множество. И, как правило, в каждый век каждый мастер привносил свои новшества, свои наработки. Отсюда и возникли книги теней, собственно говоря. И что такое паутина? Это когда окутывает человека. Можно делать на вольт человека, можно делать на фотографию, можно запутать черные нити и закинуть под дверью как подклад. Можно энергетической паутиной окутать. То есть энергетическая или настоящая паутина, то есть нить. Связать его энергию, его удачу, остановить его дела, закрыть его пути дороги. Вот что такое порча паутина. Это всего лишь разновидность порч. Но каким образом проводить, каким образом это осуществлять, это решает каждый мастер. Просто общее понятие порч, которое останавливает дела и окутывает, закрывает человека, как бы морочит, как бы закрывает все пути дороги, всю удачу, это условно называется паутина. И вот когда у меня спросили, а можно ли чистку от этой порчи, я сказала, что я как-нибудь отчитку вам дам. Понятное дело, что сидят некоторые кудесницы, следят за моими каналами, за моими темами, роликами, ритуалами, да, и тут же, знаете, сколько воровали, и уже не первый случай, когда мою идею брали, а потом я просто злилась и показывала настоящую работу, потому что мне было неудобно, что я обещала, и тут какую-то ерунду выставили. Понимаете, как бы я несу ответственность, да, за то, о чем говорю. Значит, некая особа выставила какую-то хрень. Мне отправили, говорит, Инга, посмотрите, вот ваш там обещанная чистка паутина, может, это вы где-нибудь выложили, они взяли. Я смотрю, говорю, нет, это хрень собачья. Тут нет никакой чистки паутины. Тут непонятно какое-то бормотание, чтобы все было хорошо, чтобы деньги шли от бедра. Да, во имя святого огурца заклинаю. Но это точно не та чистка, которая открывает дороги. Это вообще не чистка, это какой-то цирк, я бы сказала. Я посмотрела и думаю, ну раз я обещала народу, надо действительно давать настоящую работу, чтобы всякие кудесники, получая в морду, знали, что в следующий раз, если они свистнут мою идею, я просто покажу настоящую работу. И тогда, естественно, понятно, в сравнении, да, кое-что с трамвайной ручкой, естественно, проиграет их вот это вот. Вообще даже не знаю, что это такое было вообще за циркачество. Конечно, народу там тьма, не протолкнуться. Как говорится, 3 лысых, 2 калеки, да, 2,5 человека. Но это не имеет значения. В любом случае, если я обещала людям, я должна выложить. Тем более, что уже выкладывается, уже воруется эта идея. Я такое не люблю. И дабы дать сапогом по харе кое-кому за воровство. Я понимаю, что в жизни данный человек, привыкший воровать и наводки давать на чужие квартиры, это как бы ее жизнь. Но в моем ремесле я воровать мое никому не позволю.
Итак, дорогие друзья, паутина, запутанность, закрытость, морока. Когда на человека наваливается тысячи бед, проблем, трудностей, все это в одну кучу, как его как бы обвивает вот этой паутиной вечных проблем, и черной паутиной, злой, да, и он как муха в этой паутине бьется, пытаясь вырваться, и никак не получается, еще больше запутывается. Жизненная паутина. Неважно, навели на вас эту паутину, или чья-то зависть сыграла роль, или чей-то сглаз, или жизненные обстоятельства, или вы просто энергетически слабые оказались, не смогли противостоять. Вот у вас, собственно говоря, это и получилось. Это не имеет никакого значения. Эту паутину можно убрать. В этом ритуале 2 этапа. Во-первых, распускаем волосы, чтобы ваша энергия была свободна. Далее. Делайте это в сумерки. То есть вот как только солнце село, сейчас солнце уже раньше садится. Лето-то прошло, лето-то особо и не поняли, что за лето было, но уже прошло. Но это после 6-7 уже нормальные сумерки. И если вы утром делаете, ранним утром или ночью, до 4, потому что это время темных сил, к 4 часам она заканчивается, чтобы вы могли спокойно, полноценно провести, потому что здесь есть вызов определенных духов. Вызов определенных духов, он взят из более древнего источника. Именно вот это вот ключ. Да, вот этот вызов изначальный, как их призывают. Там несколько слов буквально. Оно взято из более древнего источника, но дополняется моей работой. Здесь ничего такого как бы страшного нет. Это наоборот, это усиливается моей работой. Итак, начнем. Первое. Воск, отлив воска. Я здесь как бы использую черные свечи, черный воск. Вам можно использовать обычные свечи, но воск. Сначала 3 свечами отливаете все, что у вас есть изначально. Вот это как бы верхняя грязь, знаете, так грубо говоря. А потом переходите к остальной работе. Я буду вам по мере объяснять. Итак, вам нужна черная нить. Я здесь так запутанно сделала. Можно нить мулине, можно шерстяную нить. В общем, делайте вот такую вот паутину. Вот. Крест-накрест, чтобы просто была вот натуральная паутина. Она символична. Понимаете, в древние времена такие ритуалы, они очень ценились, да и сейчас в том числе, потому что понимали люди, что это не просто так сделано. Вот как вот нитка сгорит, так вот эта вся энергия зла, которую ты туда направляешь, она сгорает, и нитка отрывается, и в твоей жизни это все отрывается. Раньше не зря делали, понимаете, запутывали черный такой моток свечей, все забыла, ниток. Вот путались, запутывали, а потом срезали или сжигали, тем самым символизируя путаницу в жизни, которая должна раскрыться, и как бы жизнь должна в конце концов показать правильную дорогу человеку, как выйти из этой ситуации. Зажигаем свечу, это пока оставляйте, пока не трогайте. Зажигаете свечу. Вот учтите, естественно, эти брызги будут лететь. Я здесь пока так по культурному делу. Вы можете взять любой сосуд, который вам не жалко потом выкинуть. Я здесь потом уберу, я уже привыкшая. Начинаете капать и говорить, 3 свечи вам нужно докапать сюда. Я сделаю одну, чтобы время не терять. Если она стреляет, это зависть человеческая, злость в вашу сторону. Ну, в мою сторону это понятно, и дураку ясно, что в мою сторону у многих есть злость, особенно у тех, которые проигрались мне, превратились, да, в всесоюзных клоунов и так ничего и не смогли против меня сделать. Видите?
Как прямо бенгальский огонь. Итак, черная полоса. Уйди с моего тела, да с моего дела. Уйди с моей души, да с моей головы. Выселяйся с меня и вселяйся в свечу. В воске поселись. Капай, свеча, капай. Лихо с меня забирай. Черноту с меня собирай. Дороги мои открывай. И вместо меня помирай. Опять эту часть. Капай, свеча, капай, лихо с меня забирай, черноту с меня собирай, дороги мои открывай, и вместо меня помирай. Капай, свеча, капай, лихо с меня забирай, черноту мою собирай, дороги мои открывай, и вместо меня помирай. Заклинаю я, так желаю я. И с каждой свечой вступительное слово, потом 3 раза вот то, что я вам прочитала. 3 свечи должны быть сюда докапаны. Ну, практически полностью. Когда уже пальцы будут гореть, можете потушить. Так. Какая-то квакозября получилось. Дайте глянем, что тут. Какие-то черви. Вот. Женское вот лицо. Давайте покажу сейчас. Вот гляньте. Видите? Женское, как головной убор. Ну, в общем, всякая хрень. Это не имеет такого значения. Это не гадание по свече. Это вытащить отрицательную энергетику. Она в любом случае вытаскивается, даже если я просто делаю ритуал, чтобы вам показать, все равно это срабатывает. Тут сильные работы, понимаете? Дальше. Значит так. Потом вот так держите руку над этой паутиной и читаете 3 раза. Путаница морока. Неудачи и безденежье, душевные муки, черные посланники, злые чары. Чего ко мне вы привязались? Запутали меня злой паутиной, закрыли мои пути, навели маяту и нищету, и черную беду. Опять. Путаница морока, неудачи и безденежье, душевные муки, черные посланники, злые чары, чего ко мне вы привязались? Запутали меня злой паутиной, закрыли мои пути, навели маяту и нищету, и черную беду. Прям начинается внутри, знаете, такое, холодеет все. Дальше. Путаница морока, неудачи и безденежье, душевные муки, черные посланники, злые чары, чего ко мне вы привязались, запутали меня злой паутиной, закрыли мои пути, навели маяту и нищету, и черную беду. Берем свечу, зажигаем. Тут свечей потребуется много. Алтарь черный, естественно. Зажигаем. По часовой или против здесь не имеет никакого значения. По часовой или против соблюдает в основном практики. Кстати, если практик человеку это проведет, вот эти все работы, которые я даю для всех, если проведет практик для обычного человека, естественно, она сработает сильнее. Это для практиков тоже очень хорошая работа, если они хотят человеку помочь открыть его пути. Вот его прям враги со всех сторон, знаете, заполонили, окружили, и вот открыть его пути – это очень хорошая работа. Еще учтите, нитка должна быть снизу, потому что пока она будет таять, вы должны будете читать и читать. Потом она начнет гореть. Как только вы поняли, что она уже догорает почти, еще раз, последний раз прочитайте, и все. Здесь читать нужно 6 раз. Хотя духов мы призываем 12. Еще раз говорю, одна часть – это древний зазыв, остальное мой ритуал.
там зазыв там две строки всего лишь, но оно должно быть. Очерчу себя четырьмя рогами. Сейчас, извиняюсь еще раз. Неправильно сказала. Очерчу себя четырьмя кругами, черта рогами. Зажгу 4 свечи и 4 лампады. И призову я 12 духов. Я вас призываю, вашей силой черное пламя сжигаю и заклинаю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Сожгите, уничтожьте злую паутину, закрытые пути открывайте. Паутина злая огнем пожирается, дорога моей жизни открывается, лихая судьбина на милосердную судьбу меняется. 12 духов мне в помощь, да исполнится дорога жизни моей, да откроется. Истинно так. Еще раз. 5 раз читайте и подождите, пока огонь дойдет сюда. Как только начнет гореть паутина, читайте еще раз. Итак, очерчу себя 4 кругами, черта рогами. Зажгу 4 свечи и 4 лампады. Призову 12 духов. Я вас призываю, вашей силой черное пламя сжигаю и заклинаю. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Сожгите, уничтожьте злую паутину, закрытые пути открывайте. Паутина злая огнем пожирается, дорога моей жизни открывается. Лихая судьбина на милосердную судьбу меняется. 12 духов в помощь, да исполнится дорога жизни моей, да откроется. Истинно так. Когда это все сгорит, вытащите вот это вот воск, который вы отлили. Соберите огарки свечей и остаток нитей. Или в черную материю можно, или можно в черный мешочек. В любом случае, в материю. В крайнем случае можно в свою старую вещь, старая майка или что-нибудь еще, что вы не одеваете. Вот это все туда закинули, крест-накрест связали. Относите под дерево с 4 монетами и куском черного хлеба, оставляйте и говорите: откупаюсь. Отворачивайтесь и уходите. У вас очень резко могут открыться вот те возможности, которые вы пытались, никак не получается. Например, человек там заключает какие-то договора, не может никак ничего вперед не идет. Открыл магазин, никак торговля не идет и так далее. Попробуйте, сильная работа, это очень сильная чистка. Но надо делать все как положено. А тем, которые привыкли свистнуть мои идеи, мой совет: когда ты хочешь что-либо делать такое интересное, великое, да, по чужим подсказкам, то не бубнить надо перед камерой, а объяснить людям, что надо делать, как надо делать и так далее. Недостаточно просто что-нибудь где-нибудь свистнуть, поставить и чужие мысли пытаться воплотить для того, чтобы себе клиентуру призвать. Понимаете, не призовешь никого, только смех призовешь и больше ничего. И не забывайте, пожалуйста, греческую поговорку, раз уж вы как раз там живете: то, что позволено Юпитеру, нельзя быку. То, что может Хосроева, не могут всякие кудесницы. Вот в чем проблема-то ваша. Всем удачи, всех благ. И будут брать мое, я буду создавать лучшее и показывать. Понимаете, чтобы люди поняли, у кого это свистнуться, и кто на самом деле автор этого всего, и кто может, а кто не может.
И не забывайте, когда курица посмотрела на гуся и захотела тоже снести такое большое яйцо, у нее попа разорвалась. Понимаете? Поэтому не надо смотреть на одаренных людей, если вам это не дано. Каждый пусть занимается своим делом. Все, всем удачи и всех благ.